Привет, друзья! В очередной раз решили мы вас взять с собой в нашу любимую землянку, этот красивый зимний лес, отвлечь вас от ваших повседневных забот, суеты и насладиться природой, как и мы. Остаются считанные дни до наступления календарной весны. Солнце уже припекает очень ярко. Дни становятся все длиннее, а ночи чуть меньше. Сегодня мы добирались без каких-либо проблем. Погода нам сегодня благоволит. Запланировали кое-какие дела мелкие. Позанимаемся с полочками. Может быть, почистим снег на крыше. И приготовим что-то вкусное на ужин. И просто подышим свежим воздухом. В общем-то, она и практически чистая. Вытряхнем немножко. За прибытие. Давно нас не было. Кисленький. Да. Лимон. И земляника. Земляника, точно. Хорошо. Вкус такой своеобразный, неповторимый. Бутерброд. То, что надо после долгого похода. С 5 утра на ногах кое-кто. У нас были гости. Буквально вчера. Да, по секрету скажем, мы сразу как зашли сюда, заглянули одним глазком. Просто глянули, кто здесь был. Но пока еще не читали послание в нашу землянку. Сейчас почитаем. Доброго времени суток. Сегодня мы пришли в этот чудо-домик в первый раз. Путь в 400 метров занял целый час, так как сугробы по колено. Это да. Не зная тропинки, здесь утонешь, конечно. В лесу умиротворенная тишь и ясная погода. За окном минус 11. Внутри землянки минус 3. Кстати, на самом деле, мы когда зашли и были сильно удивлены, что здесь так холодно. Непонятно, как здесь температура регулируется. Причем, я Коле уже говорил об этом, то что когда здесь стоял мороз, чуть ли не 30-градусные морозы, в землянке было около нуля, минус 1. А сейчас, когда потеплело, вдруг в землянке наоборот стало холоднее. Парадокс. Домик нам очень понравился. Чисто, тепло и уютно. Следов мышей не увидели. Но на самом деле мы вот за все время, когда строили землянку и сюда приезжали, мышей мы здесь не обнаружили. Но это и хорошо. Зачем они нам здесь? Развели печку, стало еще теплее. Просушили одежду. Как хорошо есть гвоздики и веревка. На самом деле мы здесь специально оборудовали веревочку для просушки вещей. Очень выручает для просушки. Пообедали, подмели и тронулись в обратный путь. Спасибо. Посетим еще земляночку в межсезонье, когда не будет снега. Нам понравилось это место. С уважением. Виталий Тоган и жена Елена. Привет тебе, Виталий. Привет, Виталий. И Елена. И твоей жене привет. На самом деле о Виталии Тогане мы много очень слышали. Этот человек живет в Тольятти, недалеко отсюда.
и увлекается профессиональной фотографией, насколько мы заметили по соцсетям. Мы надеемся, что Виталий и нашу землянку тоже профессионально сфотографировал. И выложил в соцсети. А если не выложил, то смотришь, если, Виталий, это наше видео из землянки, мы были бы тебе признательны, очень благодарны, если ты бы связался с нами и прислал эти фотографии. Мы бы их вставили в это видео и показали всем зрителям. Пьем чай, закусываем бутербродом и, наверное, будем уже раскладываться. И топить печь, Топить потому что печь холодно уже становится. и заниматься делами. Надо вот полочку переделать, как-то она обвисла нехорошо. То ли из-за влажности, то ли из-за перепада температур. Да, причем все полочки. И та полочка, которая предназначена для обуви, она тоже у нас немного начала Провисать, провисать. мягко говоря. Поэтому займемся сейчас этими всякими такими мелочами. Ну а потом уже пойдем за дровами. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Мы с Колей подумали, посовещались по поводу снега на крыше. И решили, что все-таки немного, но верхний слой снега на пользу будет снять. Так как не за горами уже совсем близко весна, начнет все таять. И вся эта вода, которая начнет с крыши течь, мы думаем, не пойдет на пользу землянке. Поэтому сейчас расчистим немного снег с крыши. Еще немножко осталось. Зрители, которые недавно подписаны на наш канал или только первый раз смотрят, или те, кто, может быть, забыли, что землянку мы эту построили под кленом. Мы даже в тетради посещений написали, что эта землянка построена под золотым кленом. Ну, как сейчас видите, он совсем не золотой, только один листик всего лишь висит сухой. Вот мы ждем не дождемся, когда наступит уже весна, лето, и этот клен оживет и наполнится красками. Сейчас переделаю немножко полочку вот эту вот, потому что она у нас очень просела и прогинается прямо вот до такой степени, что отсюда скатываются вещи всякие разные, различные.
Сейчас выкручиваю крепление и просто переверну ее вверх ногами. И дополнительно приделаю по краям вот такие вот планочки, чтобы не скатывались у нас никакие батарейки и прочие мелкие вещи с полочки вниз. Ну, вроде получше смотрится. Сейчас еще эти планочки зафиксируем на полочку. Тогда точно будет отлично. Ну вот, сделал, как и хотел. Тут вот доски ограничительные поставил. Теперь точно у нас ничего не упадет с полки и не скатится. Все хорошо. Сейчас приступаю к реставрации вон той полочки для обуви. Там тоже не все гладко, надо посмотреть, что к чему. Дела идут, время 3 часа уже почти, а мы сделали уже очень много работы. Вот Юра почистил снег на крыше. Теперь давление массы не такое колоссальное на нашу кровлю. Сделал полочки еще. Модернизировал, так скажем. Теперь точно обувь оттуда не упадет. Усилил, укрепил. Даже дополнительную планку туда вкрутил. И самое главное, вот эта щеколда у нас лежала с ноября месяца где-то. Мы никак не могли ее сделать. Просто думали, как бы это сделать, ну, скажем так, качественно и быстро. И долго не могли понять. Не было понимания, как это делать. И вот по истечении почти 3-4 месяцев сделали наконец щеколду. Теперь она закрывается. И дверь плотно прилегает к косяку. Вот. Ну тут небольшие дырки. Сейчас мы их джутом заделаем еще. И тепла будет уходить гораздо меньше, чем уходило у нас до этого. Баня будет опять. Пойдем за вениками, за сосновыми. Вот. Сейчас немножко отдыхаем и, наверное, пойдем заготавливать дрова. Бензопилу собрали. Заправили ее бензином, маслом. Все как положено. Занимаемся сейчас с Колей заготовкой дров. Принесли все с холма, все, что было с хостой. Ну, тяжело сейчас дрова сухие найти, потому что очень глубокий снег, сугробы. Вот. Что еще хочу сказать по поводу пилы. Много времени сейчас и сил потратили на то, чтобы ее завести. Не знаем, в чем причина. Разобрал ее всю полностью, свечу посмотрел, почистил, вылил весь бензин заново, весь его заготовил, слил с маслом. Она не заводилась, я не знаю, минут 20-30, наверное, а может и больше, уже не знаю, счет во времени потерял. В общем, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным и действительно нужным, мы почти час времени потратили на то, чтобы завести пилу. Обычной пилой ручной Коля уже успел напилить вот такое количество бревен за этот почти час. Поэтому не знаю, что сказать по поводу пилы Хутор. Может быть, у нас мало опыта, а может быть... Она, в принципе, на букву Х.
еще подарок. Еще хотел бы добавить по поводу бензопилы. Я сейчас подумал, что будут наверняка комментарии по поводу того, что я неправильно смешал бензин с маслом. Из-за этого она не заводится. Ну так вот, у нас есть специальная такая вот мерная колба. И в соответствии со стандартами, так как написано в регламенте, я смешал масло с бензином в соответствии 1 к 40. Вот здесь рейки все есть. Так что не в этом тоже дело. Вот и Коля идет с очередной добычей. Я добытчик топлива. Ой, как хорошо с сосной работать. Песня просто пилится легко, прогорает моментально. Жар от нее хороший. Да, тем временем уже закат. Солнце скоро сядет. Упала березка, видимо, недавно. А мы ее распилили. Она, конечно, старая уже, почти гнилая. Но на дрова нам сгодится вполне. Порода вроде твердая, прощупывается. Да и береста не будет лишней. И жар от нее хороший, от березы. Больше, чем от сосны. Да, это уже мы испытали. Можно бревно закидывать и спать спокойно всю ночь до утра. Понесли? Да. На ночь и на завтра еще. Да и следующим гостям, кто придет сюда. Хорош, наверное. Будем сейчас заходить, да, в землянку, греться. Заносить дрова, греться. Уже готовить, кушать надо уже. Сколько там времени-то? 5 часов доходит. Конечно, уже пора кушать и отдыхать. Красота, тишина в лесу. Наконец-то готовим еду на вечер. Уже сильно проголодались. Замороженные овощи. Да, начали мы с Колей сейчас с овощей. Это у нас замороженные овощи. Называется карибская смесь. В общем, первым делом сейчас пожарим овощи. Замаринуем мясо в соевом соусе. И что у нас там еще? Соевый соус и специи. Замаринуем. И потом, наверное, как обычно, закинем в печку в фольге. Стандартная наша процедура. Да. Начало 8-го, друзья. На улице уже темно. Зашла полная луна. Сегодня, кстати, полнолуние. Ну а мы занимались колкой дров и готовкой вкусного ужина. Надеюсь, он вкусный получился. Выглядит очень вкусно. Аппетитно, да, очень выглядит. С учетом того, что мы не обедали. Да. И в очередной раз уже. У нас это уже такое
стандартная, да, Традиции. традиции. Не обедаем не потому, что не хочется, а потому что хочется сделать как можно больше здесь, а потом уже и наслаждаться всем этим и отдыхать. И расслабляться. Да. Вот. Ну а сейчас довольно-таки комфортно. 35 градусов в земляночке. И даже ногам не так холодно. Да, сидим в тапочках, как дома, как вы дома. И всем приятного аппетита. Потому что я уже не могу уже больше удерживаться и хочу Подожди, попробовать. Коль, нужно сначала выразить в очередной раз слова благодарности нашему зрителю постоянному. И верному подписчику Дмитрию, который нам задонатил. Опять же. Да, в очередной раз. Да, спасибо тебе, Дим, большое. Мы приобрели масло, приобрели бензин и благодаря этому напилили кучу дров и обеспечены топливом. От души. В душ. Да. Давай, за тебя, Дим. Кола, Кока-кола. И вкусный чай. Пробуем. Да? У нас сегодня рис отварной, овощи и мясо. Мясо это куриное филе, запеченное в соевом соусе со специями специальными. Пробуй. По-моему, нормально. Юр. Да это отвал башки, Коль. А по-другому не скажешь. Наверное, некоторые зрители зададут вопросы у нас по поводу дальнейших планов, по поводу весны, лета. Что мы планируем делать, строить. Ну и вообще у нас какие планы. Планы у нас, конечно, с Колей есть. Оглашать их мы, конечно же, пока не хотим. Дождемся с ним весны. И сделаем уже отдельный выпуск про наши новые проекты, которые мы с ним наметили, которые хотим с ним реализовать в этом году. Мы надеемся, что наши новые проекты получатся ничуть не хуже, чем вот эта наша землянка. Как говорится, первый блин комом, но это не относится к этой нашей землянке. Мы считаем, что этот наш первый блин выдался просто замечательно, да, Коль? И отнюдь не комом. Угу. Мы просто кайфуем от нее. У нас здесь есть просто, вот как приходишь, здесь есть все. У нас здесь есть огромный стол, есть здесь 3 больших лежака, здесь есть все для отдыха и отличного времяпровождения. То есть приезжай, отдыхай, только дрова нужно заготовить и все. В остальном никаких проблем здесь нету. Тишина, свежий воздух, вкусная еда. Ну что еще нужно? Да, Для того, чтобы расслабиться от душного и депрессивного города, скажем так. Лучше не придумаешь, мне кажется. ну как я думаю, ну, наверное, и ты со мной согласишься, Коля, единственный минус этой землянки — это металлическая печка. Металлическая печка быстро нагревается, но и также быстро она остывает. Молниеносно. Угу. Да. В этом ее большой минус, потому что спать некомфортно. Особенно, когда Уже все минусовая остыло, температура. да. Да. Особенно, когда минус 30 на улице. Да. Но мы более-менее адаптировались, как мы вам сказали, мы обложили ее кирпичом. Конечно, это не сильно спасает, но плюс какой-то дает, сохраняет тепло. Места у нас здесь очень даже достаточно для хорошей кирпичной печки. По-хорошему бы, конечно, поставить сюда кирпич. Но это большая проблема. Дело в том, что здесь нужно порядка 100 кирпичей на кирпичную печь, плюс железо, необходимое для нее. Да, Плюс навык, которого у нас нет, к сожалению. этот кирпич нужно сюда как-то доставить. Да.
И, конечно же, да, как Коля сказал, нужен опыт, которого у нас нету. Но все приходит со временем. Главное начать, главное попробовать. И, наверное, все у Все нас получится, впереди, да. да. Главное пробовать И верить в себя. и не бояться, да. Да. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Смелость города берет, как говорят. В нашем случае смелость леса берет. Да. Спасибо вам, дорогие зрители, что остаетесь с нами на протяжении всего времени, когда существует канал. Вы самые лучшие. И самые лучшие мотивации для нас — это ваши комментарии добрые и лайки, соответственно. Дорогие друзья, осталось каких-то 4 дня, и уже наступит календарная весна в наших краях. Но это всего лишь календарная весна. Представляете, вот этот 5-метровый слой снега, который нападал за эту зиму, как он будет таять, с какой скоростью и какая будет погода, в принципе. Когда это все растает, большой вопрос. Но в лес можно зайти без проблем, так как грязи здесь нет. И как только снег сойдет, мы сюда обязательно наведаемся. Потому что здесь кругом песок, и идти в принципе можно. Ну, а я пожелаю вам здоровья, прежде всего. Приходит весна. Весна — это всегда время новых надежд каких-то. Время осуществления задуманного. Ну и, конечно же, будьте счастливы. Наши выходные в землянке подошли к концу. Отлично провели здесь время, навестили ее, навели здесь очередной раз порядок, почистили крышу, снег, сделали полочки более устойчивыми, и эстетически они выглядеть стали приятнее намного. Пообщались вместе с вами, сготовили вкусный ужин, заготовили дров, покормили птиц. Что еще нужно для счастья в лесу? Подышали свежим воздухом. Да, зарядились позитивной энергией вместе с вами. Надеюсь, что эту энергию нам получилось передать и вам. Скоро весна, буквально через 5 дней она наступит, через 4. Надеемся, что все это белое хозяйство растает, и можно будет без проблем сюда добираться, проводить время, дышать свежим воздухом, наслаждаться уже теплыми деньками. Да, а то мы уже устали ходить по своим натоптанным следам по тропинкам, и особо не погуляешь по лесу из-за этого. Ждем, когда этот снег растает уже наконец, и можно будет гулять, наслаждаться природой в полной мере. Хотим вам выразить благодарность за то, что смотрите наш канал, поддерживаете нас. Нам это все очень приятно. Читаем каждый из ваших комментариев. По возможности всем отвечаем. Не оставляем никого без внимания. Пойдем домой? Да, Всем выдвигаемся. пока. Пока. И снова здравствуйте, Антон Павлович Чехов. В гармонии с природой. В человеке все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и внешность, и землянка в том числе.
Хорошо сказал. Вашими, Поэт вашими устами. Видишь, тебя как вдохновляет здесь, на какие мысли красивые. Не Да-да-да. каждый так вдохновится на А такие слова. представляешь, неделю здесь пожить, если что будет. Книгу будешь писать. Бытие мое. Как отдыхает Антон Павлович? Восхитительно. Слава богу. На самом деле мы уже идем обратно. В сторону дома будем выдвигаться. Солнце яркое-яркое. К закату уже стремится. И, кстати, мороз усилился. Да, солнце светит, но не греет. Да. -7 показывало. Сейчас, наверное, 10, даже больше. Но это нас не отпугнет. Мы придем вовремя. Красота какая. Красота.